Казалось бы, ну куда уж больше. У нас на канале уже есть отдельный разбор Дмитрия Медведева. Вот прямо сейчас в углу экрана у вас должна всплыть ссылка на тот ролик. Мы там честно постарались уместить всю пьяную мерзость, что выплескивается из этого политического болота. Но Упыренок, видимо, решил, что одной позорной хроники недостаточно, и продолжает нести в эфир такой галлюциногенный бред, что складывается ощущение, у него в голове не мозги, а чат с Шойгу, ведром спирта и галлюцинациями. Его вонючий рот продолжает поливать ядом всех, кто выходит за рамки его привычного уютного делирия. И мы не можем пройти мимо. Поэтому с неохотой, но с чувством долга мы посвящаем этому персонажу, хоть это и делает ему слишком много чести. Еще один выпуск. Не переключайся, сейчас будет весело. Ты на канале «Утилизатор реальности». Здесь мы, как ты знаешь, не лечим, не спасаем и не уговариваем. Мы просто берем политическое говно, развешиваем его на веревке и показываем, как оно тухнет под лучами правды. Сегодня разбор полетов одного особо ароматного экземпляра. Того самого персонажа, который когда-то щеголял с айподом, говорил про свободу и даже заводил кота Дорофея в Твиттере. А теперь несет бред про ядерную войну, называет западных лидеров подсвинками и вообще ведет себя так, будто его мозг промариновали в боярышнике. Дмитрий Медведев. До и после. От технократичного очкарика до упоротого политического привидения, которое несет хуйню с такой скоростью, что за ним не поспевает даже Роскомнадзор. Погнали! И вот представь, 2008 год. Путин вроде как отходит в сторону, и на трон заходит новый типаж. Очкастый технократ с пухлыми щечками и айподом в руках. Говорит тихо, улыбается как отличник, в Твиттере пишет, что «свобода лучше, чем не свобода». И вообще всячески подмигивает Западу, типа «ребята, с этим парнем все будет иначе». Даже бизнес он просил не кошмарить. Мол, хватит душить малый и средний, дайте людям работать. Он был не Путин. И в этом виделась надежда. Типа сейчас этот цифровой мальчик на фоне суровых чекистов запустит новую Россию с инновациями, правами человека и обновленной прошивкой. Люди даже начали верить, что вот оно, вторая Япония под соусом Сколково. Иронично, конечно, особенно если вспомнить, что сегодня этот же засранец грозит уничтожить Польшу и швыряется цитатами уровня «они выродки, их надо истребить». Но не торопимся. Вернемся к тем славным временам, когда он только начинал. В те годы Медведев позиционировался как человек процесса. Модернизация, инновации, цифровизация – слова, которые звучали в его речах как мантры. Он запускал проекты, которые должны были превратить Россию в технократический стартап. Сколково. Поддержка IT, разговоры о правовом государстве. Про интернет как про площадку для диалога и вообще. Мы идем в будущее. Было много пафоса и даже глуповатая, но запоминающаяся картинка – президент с гаджетом в руках, который якобы понимает, что такое iPhone и облако. Да, Сколково не превратилось в Кремниевую долину и не открыло миллионы рабочих мест. Да, реформы буксовали, но тогда это все выглядело круто. По крайней мере, было обещание движения в сторону. Шутка в том, что обещания были громкие, а результат – по-старому. Но самое важное, тогда Медведев еще умел играть роль лицом к народу. Он говорил как либерал. Пусть иногда показушно, но говорил. А потом хуяк и резкий поворот. Как будто кто-то ночью обновил прошивку Дмитрия Анатольевича с версии «Либеральный технократ» до «Пьяный угрожатор 2.0». Теперь в его телеге вместо рассуждений о демократии поток угроз, истерик и ядерного бреда. Он пишет: «Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки». Грозит стереть Польшу, уничтожить Украину, разнести НАТО в пыль. Из человека, который когда-то призывал перестать кошмарить бизнес, вырос упоротый дурачок, который кошмарит весь мир. Каждое его новое заявление будто надпись, нацарапанная на стене вытрезвителя. Пьяный запал, грязная риторика и впечатление, что кнопка «Опубликовать» у него срабатывает быстрее, чем сигнал от мозга. И если раньше он хотел догнать Запад, то теперь, судя по телеграмму, хочет его похоронить. От айпода до ядерного чемоданчика – путь, который не снился даже героям Breaking Bad. Когда-то он мечтал строить Сколково, а сегодня – могилы для выродков. Короче, человек эпохи цифровой трансформации превратился в символ политической деградации.
И вот тут, друзья мои, начинается самое вкусное. Потому что, если бы кто-то просто придумал персонажа, который вечно бухой, постоянно орет про ядерную войну и называет всех ублюдками, то его бы сочли карикатурой. Но нет, это официальный заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации. Открываем телеграм-цитатник имени Дмитрия Медведева. «Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Украины через 2 года не будет. Польшу надо истребить, как вонючих крыс. Запад. Свора хрюкающих подсвинков». И все это не стендап, это он всерьез. Иногда кажется, что он пишет посты не с клавиатуры, а локтем. И вот сидит такой, краснеет, трясет рукой и орет в микрофон ноутбука. Они будут гореть в ядерном пепле. Чистая комедия, если бы не было так страшно. Потому что, напомню, этот человек когда-то руководил страной, а теперь ведет себя как упоротый школьник, которому не дали пароль от PlayStation. И да, у него когда-то был кот Дорофей, но, похоже, даже кот давно понял, что от хозяина нужно держаться подальше. Особенно, если у того под рукой телефон и доступ к интернету. Когда и почему он стал таким? Ну ладно, можно, конечно, просто сказать «спился». Но мы ж с тобой не из тех, кто ищет простые ответы. Поэтому давай заглянем в конспирологическую камасутру российского закулисья. Там вариантов, как в дешевом детективе. Версия первая. Путин приревновал. Говорят, Медведев слишком уверовал, что он настоящий президент, а не временный халтурщик между сроками. Начал заигрывать с Западом, улыбаться Обаме, рассуждать о свободе слова. И где-то в Кремле щелкнул тумблер. Убрать соперника, но оставить в живых, пусть мучается. Версия вторая. Его перепрошили. В какой-то момент он просто исчез. А потом вернулся. Но уже с глазами, как у водителя маршрутки, который неделю пил в гараже. И говорит одно и то же. НАТО – зло, Украина – химера, ядерная кнопка – добро. Версия третья – политический изгой. После провала нацпроектов и унизительного снятия с поста премьера ему придумали должность заместитель председателя Совета Безопасности. Звучит солидно, но по факту это, знаешь, как табуретка у стены. Вроде сидишь, но никому не мешаешь. А дальше пошло по классике. Если от тебя ничего не зависит, начинаешь орать, чтобы хоть кто-то услышал. И теперь этот когда-то айтишный президент сидит где-то между бутылкой и телеграммом, изображая из себя ядерного демиурга. И вот он, итог. Из айтишного мечтателя с айподом Медведев превратился в бухого гоблина с кнопкой от ядерной бомбы. Из разговоров про свободу в заявление про истребление выродков. Из либеральной надежды в пьяный хоррор-мем, где за каждое слово отвечает телега, а не мозг. Он теперь не политик, не реформатор, не даже клоун. Он – символ системного бреда. Человек, который хотел быть вторым Путиным, а стал его жалкой пародией с перегаром. Ну а вы были на канале «Утилизатор реальности». Подписывайтесь, ставьте лайк, обязательно отправьте ссылку на этот ролик кому-нибудь из своих друзей. И помните, путь от айпода до ядерного безумия по времени занимает всего одну президентскую каденцию.